Какой пляж в мире убивает быстрее всего? На одном из них песок буквально засасывает людей живьем за считанные минуты, а на другом вода кишит самыми ядовитыми медузами планеты, от яда которых нет противоядия. И это только начало нашего списка. Большинство людей думают, что опасный пляж — это просто сильные волны или акулы. Но в реальности существуют места, где океан убивает способами, о которых вы даже не подозревали. Есть пляж, где под красивым белым песком скрыты вулканические газы, которые выходят наружу без предупреждения. Есть побережье, куда ежегодно выбрасывают тысячи снарядов времен Второй мировой войны, и часть из них до сих пор активна. 10 пляжей, 10 разных способов погибнуть в, казалось бы, курортном месте. Начнем с того, который уже унес сотни жизней и продолжает это делать прямо сейчас. Пляж Нью-Смирна-Бич во Флориде выглядит как обычный американский курорт, белый песок, семьи с детьми, серфингисты. Но у этого места есть неофициальный титул, который не печатают в туристических буклетах. Столица нападений акул в мире. Ни в Австралии, ни в Южной Африке. Именно здесь, на курортном побережье штата Флорида. По данным международного досье акульих нападений, каждый третий зафиксированный укус акулы на планете происходит именно в водах Нью-Смирна-Бич. Ежегодно здесь регистрируют от 20 до 30 нападений. Многие остаются незафиксированными, да. Люди выходят из воды с ранами и не обращаются к врачам, считая укус незначительным. Местные серфингисты называют это явление просто плата за вход. Причина такой концентрации акул не случайна. Через этот участок побережья проходит миграционный маршрут бычьих акул, до одного из 3 видов, которые чаще всего нападают на людей. Бычья акула уникальна тем, что способна жить как в соленой, так и в пресной воде. Она заходит в реки, каналы, мелководные лагуны. Именно бычьи акулы ответственны за большинство нападений здесь. Они атакуют на глубине меньше метра, там, где стоят дети. В сентябре 2015-го за один день на этом пляже акулы укусили 8 человек. Местные власти не закрыли пляж. Флаги предупреждения подняли, но купальщики остались в воде. Один из пострадавших, 17-летний серфингист, лишился части пальцев на руке. Акула атаковала его доску и задела кисть. Он вернулся на этот же пляж через 3 недели. Что делает ситуацию особенно опасной? Мутная вода реки Индиан-Ривер, которая впадает в океан прямо у этого побережья. Акулы ориентируются на движение и электрические импульсы тела, а не на зрение. В мутной воде человек и рыба для акулы неотличимы. Серфингист, лежащий на доске и гребущий руками, с точки зрения акулы выглядит в точности как морская черепаха. Любимая добыча большой белой акулы. Местные жители давно выработали собственные правила. Не заходить в воду на рассвете и закате, время кормежки. Не носить блестящие украшения в воде. Акулы принимают блеск за чешую рыбы. Не плавать у рыболовных пирсов, туда сбрасывают рыбные отходы, которые привлекают хищников. Но туристы об этих правилах не знают, а предупреждающих знаков на пляже нет. В 2021-м местный биолог Гэри Сторер провел подводную съемку у берегов Нью-Смирна-Бич. На футаж длиной в 30 минут он насчитал 17 акул в радиусе 50 метров от берега. В тот же момент на поверхности плавали дети. Власти Флориды официально признают проблему, но закрывать пляж отказываются. Туризм приносит городу около 150 миллионов долларов ежегодно. Таблички с предупреждениями об акулах стоят, но написаны мелким шрифтом и установлены у парковок, а не у вас. Пляж продолжает работать круглый год, акулы продолжают кормиться, и встречи между ними и людьми происходят с завидной регулярностью. Пляж Пипи в Квинсленде, Австралия, занимает первое место в мире по числу утоплений на километр береговой линии. Не по нападениям акул, не по медузам, именно по утоплениям. Причина — система подводных течений, которую местные спасатели называют «стиральная машина». Волны здесь приходят не с одной стороны, как на обычном пляже. 2 подводных рифа по обе стороны от берега создают встречные течения, которые сталкиваются точно в центре пляжа. Когда волна накрывает человека, обратное течение тянет его не к берегу и не в открытый океан. Оно тянет его вниз и вращает. Пловец теряет ориентацию, не понимает, где верх, где низ, и тратит все силы на борьбу с водой, которую невозможно победить физической силой. В феврале 2017-го на этом пляже за один день утонули 3 взрослых мужчин. Все 3 были опытными пловцами. Один из них — инструктор по плаванию из Брисбена, приехавший на выходные с семьей. Его тело нашли в 100 метрах от берега через 2 часа после исчезновения. Глубина в том месте составляла 4 метра. Спасательная служба Квинсленда установила на пляже Пипи 24 флага и 8 информационных стенда с описанием опасных течений. Это больше, чем на любом другом пляже штата. Несмотря на это, ежегодно здесь тонут от 8 до 12 человек, и еще несколько десятков спасают в критическом состоянии. Особую опасность представляет визуальный обман. Вода у берегов Пипи выглядит спокойной и прозрачной. Бирюзовый цвет, небольшие волны, мягкий прибой. Именно эта картина каждый год приводит
приводит сюда тысячи туристов, которые видят красивый пляж и не читают предупреждения. Местные жители в воду здесь не заходят. Никогда. Один из старейших спасателей пляжа, Дэйв Маккорд, проработавший здесь 22 года, описывает механику гибели точно. Человек заходит по пояс, первая волна сбивает его с ног, течение подхватывает тело и тянет в зону столкновения потока. С этого момента у среднего взрослого человека есть примерно 7 минут до потери сознания, если он паникует и борется с течением. Если человек расслабляется и не сопротивляется, течение само выносит его в сторону через 3-4 минуты. Но инстинкт самосохранения заставляет людей бороться, и это их убивает. Маккорд лично спас больше 140 человек за время работы. По его словам, самое страшное — это дети, которых родители отпускают в воду, пока сами сидят на берегу с телефоном. Ребенка течение захватывает за секунды, и к моменту, когда родители поднимают глаза, его уже не видно с берега. В 2019-м австралийские власти рассматривали вопрос о полном закрытии пляжа для купания. Решение заблокировал местный туристический совет, предоставив данные о том, что пляж Пипи ежегодно привлекает около 800 тысяч посетителей и приносит региону доход в размере 60 миллионов австралийских долларов. Вместо закрытия установили дополнительные камеры наблюдения и увеличили число дежурных спасателей с 4 до 6. Утопление не прекратили. Побережье Скелетон-Кост в Намибии получило свое название не от туристических агентств и не от маркетологов. Его дали португальские моряки в 16 веке, когда начали находить здесь берега, усеянные костями китов, тюленей и человеческими останками. 5 веков спустя картина изменилась незначительно. Скелетон-Кост растянулся на 500 километров вдоль Атлантического побережья Намибии. С одной стороны, ледяной океан с волнами высотой до 10 метров и течением, которое движется со скоростью 30 километров в час вдоль берега. С другой стороны, пустыня Намиб — одна из старейших и засушливых пустынь на Земле, где температура днем достигает 50 градусов. Между ними узкая полоса берега, на которой нет ни пресной воды, ни еды, ни укрытия. Корабли здесь разбивались на протяжении столетий по одной причине — густой туман, который приходит с океана почти каждое утро и снижает видимость до нуля. Атлантическое течение Бенгела несет холодную воду с юга, она встречается с горячим воздухом пустыни, и туман образуется настолько плотный, что капитаны кораблей не видели береговую линию до момента удара о скалы. Только в 20 веке здесь разбилось более 1000 судов. Большинство из них до сих пор лежат на берегу. Ржавые остовы, которые видно с дороги. Экипажи, которым удавалось выжить при крушении, оказывались в ловушке. До ближайшего населенного пункта где несколько сотен километров по пустыне без воды. Назад в океан невозможно из-за течения и волн. Записи из судовых журналов, найденных на разбитых кораблях, фиксируют одно и то же. Люди умирали от жажды в течение 3-4 дней. В 1942 британское торговое судно Dunedin Star село на мель у берегов Скелетон-Кост. Из 106 человек экипажа и пассажиров спасти удалось всех. Но спасательная операция заняла 17 дней и потребовала крушения еще 2 спасательных самолетов, которые не смогли взлететь с берега из-за мягкого песка. Сегодня большая часть Скелетон-Коста входит в состав национального парка Намибии. Въезд разрешен только по специальным пропускам, количество которых строго ограничено. Купаться в океане здесь запрещено официально. Не из-за акул, а из-за течения. Человека, вошедшего в воду по пояс, течение сбивает с ног и уносит в открытый океан за несколько секунд. Температура воды даже летом не превышает 14 градусов. Переохлаждение наступает в течение 20 минут. На берегу до сих пор лежат кости. Не только китов и тюленей. Их здесь тысячи, поскольку Скелетон-Кост является одним из крупнейших лежбищ тюленей в мире, и естественная смертность оставляет на берегу сотни туш ежегодно. Запах разложения распространяется на несколько километров. Туристы, получившие пропуск в парк, описывают берег одинаково. Красивый, абсолютно безжизненный и глубоко враждебный к присутствию человека. В 2018-м намибийские власти зафиксировали случай, когда группа из 4 немецких туристов нарушила маршрут и провела ночь на берегу без запасов воды. 3 нашли живыми на следующий день. 4 умер от теплового удара в 100 метрах от машины. Он пошел искать помощь в направлении пустыни. На острове Вануату, в южной части Тихого океана, есть пляж, где вода у берега имеет температуру от 60 до 90 градусов по Цельсию. Это не горячий источник и не термальный курорт. Это обычный на вид пляж с белым песком и синей водой, под которым находится активная вулканическая система. Пляж Порт-Вилла расположен в непосредственной близости от вулкана Ясур, одного из наиболее активных вулканов на планете, который извергается непрерывно уже как минимум 800 лет. Подводные трещины в океанском дне выпускают раскаленные газы и воду прямо у береговой линии. В некоторых точках со дна поднимаются пузыри серы.
Их видно невооруженным взглядом с берега. Вода в этих местах имеет желтоватый оттенок и резкий запах. В 2012-м австралийский турист Марк Хэмилтон зашел в воду на этом пляже, не зная о подводных выходах газа. Он получил ожоги 70% поверхности тела за 8 секунд. Именно столько времени потребовалось, чтобы он оказался над активной подводной трещиной. Вертолет медицинской эвакуации летел до ближайшей больницы в Порт-Вилле 40 минут. Хэмилтон выжил, но провел в ожоговом центре Брисбена 4 месяца. Местные жители острова Танна, где расположен вулкан Ясур, никогда не купаются в этих водах. Традиция запрета существует здесь сотни лет, задолго до того, как ученые смогли объяснить механику опасности. Но туристы, которые приезжают смотреть на вулкан, часто спускаются к берегу и заходят в воду, потому что визуально она выглядит привлекательно. Прозрачная, синяя, с мягким прибоем. Опасность усиливается тем, что температура воды меняется непредсказуемо. В одной точке вода может быть 28 градусов. Комфортная температура для купания. В 2 метрах от нее 80 градусов. Граница между зонами не видна и не ощущается заранее. Человек делает шаг и оказывается в кипятке буквально за секунду. Геологи университета Окленда, исследовавшие подводную систему вулкана Ясур, в 2016-м зафиксировали еще одну угрозу — выбросы углекислого газа. В закрытых прибрежных бухтах газ скапливается у поверхности воды и вытесняет кислород. Человек, плывущий в такой бухте, теряет сознание без каких-либо предупреждающих симптомов. Просто перестает двигаться. Именно этим объясняется гибель 2 японских дайверов в 1998-м. Их нашли на поверхности воды без следов утопления или травм. Власти Вануату установили предупреждающие знаки вдоль берега и официально запретили купание в радиусе 500 метров от активных газовых выходов. Проблема в том, что точки выходов смещаются после каждого значимого сейсмического события, а вулкан Ясур вызывает небольшие землетрясения несколько раз в неделю. Знаки, установленные в прошлом месяце, могут уже не соответствовать актуальному положению опасных зон. Несмотря на это, Вануату ежегодно посещают около 100 тысяч туристов, и вулкан Ясур вместе с прилегающим побережьем остается главной туристической достопримечательностью архипелага. Местные туроператоры предлагают вулканические туры с посещением берега. Инструктажи по безопасности проводятся на английском языке, который понимают далеко не все приезжающие. Пляжи северного побережья Австралии в районе полуострова Кейп-Йорк выглядят как картинка из рекламы тропического отдыха. Кристально чистая вода, белый песок, пальмы. Местные жители в эту воду не заходят с ноября по май. Причина — морская оса, она же медуза-коробочка, она же Chironex fleckeri. Это существо официально признано самым ядовитым морским животным на планете. Морская оса не похожа на медузу из школьного учебника. Ее тело размером с баскетбольный мяч практически прозрачно. В воде ее почти невозможно заметить. От тела отходят до 60 щупалец длиной до 3 метров каждая. На каждом щупальце находятся миллиарды стрекательных клеток, которые впрыскивают яд при малейшем контакте. Яд атакует одновременно сердечную мышцу, нервную систему и разрушает клетки кожи. Смерть после контакта с морской осой наступает в течение 2-5 минут. Не часов, а минут. Сердце останавливается раньше, чем человек успевает доплыть до берега. В 1976-м 5-летняя девочка Рэйчел Шеридан вошла в воду на пляже Кернс по колено. Через 3 минуты она была мертва. Следы ожогов от щупалец покрывали обе ее ноги от ступней до бедер. С 1910 по сегодняшний день морская оса официально убила в Австралии 63 человека. Реальная цифра, по оценкам морских биологов, значительно выше. Многие смерти в отдаленных прибрежных районах списывались на утопление без проведения детального исследования тела. В Индонезии и Филиппинах, где медицинская статистика ведется менее тщательно, ежегодные потери от медуз-коробочек оцениваются в десятки человек. Противоядие существует, но его эффективность ограничена временным фактором. Введение антидота должно произойти в течение 15 минут после контакта. На удаленных пляжах северного Квинсленда ближайший госпиталь с запасом антидота находится в 40-70 километрах. Скорая помощь при лучшем раскладе прибудет через 30 минут. Единственное средство первой помощи, которое реально замедляет действие яда и доступно на пляже — обычный столовый укол. Он не нейтрализует яд, уже введенный в тело, но деактивирует стрекательные клетки на щупальцах, которые продолжают впрыскивать яд даже после того, как медуза мертва или оторвана от кожи. На всех официально охраняемых пляжах Квинсленда стоят специальные контейнеры с уксусом, синие пластиковые канистры рядом с аптечкой. Туристы регулярно принимают их за мусорные баки. Сезон медузы-коробочки совпадает с австралийским летом с ноября по апрель. В этот период все охраняемые пляжи северного Квинсленда огораживают специальными сетями заграждения. Сети задерживают крупных медуз, но пропускают молодых особей размером с грецкий орех.
полностью сформированных и столь же ядовитых, как взрослых. В 2019-м 8-летний мальчик получил тяжелые ожоги внутри огороженной зоны пляжа Эрли-Бич именно от молодой медузы, прошедшей сквозь ячейки сети. Помимо морской осы, в тех же водах обитает ее меньший родственник – медуза ируканджи размером с ноготь большого пальца. Ее яд вызывает синдром ируканджи, состояние, при котором человек испытывает настолько сильную боль, что просит врачей о смерти. Синдром длится от нескольких часов до нескольких суток. Летальность при отсутствии медицинской помощи составляет около 20%. Медузу ируканджи не задерживают никакие сети, она слишком мала, и обнаружить ее в воде невозможно визуально. Пляж Килауэ на Гавайях черный. Не серый, не темно-коричневый катана, именно черный, как уголь, потому что состоит из застывшей вулканической лавы, перемолотой океаном в мелкую крошку. Туристы фотографируют его тысячами. Необычный цвет песка выглядит эффектно на снимках. Многие при этом не знают, что стоят на одном из самых нестабильных участков суши на планете. Береговая линия Килауэ формируется прямо сейчас. Вулкан Килауэ на большом острове Гавайи является одним из наиболее активных вулканов в мире и извергается практически непрерывно с 1983 года. Лава стекает по склонам в океан, мгновенно застывает и наращивает береговую линию. Но этот процесс нестабилен, а новые участки берега, образованные застывшей лавой, называются лавовыми бенчами, и они регулярно обрушиваются в океан без предупреждения. В январе 1993-го лавовый бенч площадью около 8 гектаров обрушился в океан за несколько секунд. На нем в тот момент находились 7 человек. Туристы, пришедшие посмотреть на место, где лава входит в воду. Все 7 погибли мгновенно. Береговая охрана Гавайев нашла только фрагменты снаряжения и одну видеокамеру. Запись на ней оборвалась в момент обрушения. Визуально определить, стоишь ли ты на стабильном участке берега или на лавовом бенче, невозможно без специального оборудования. Поверхность выглядит одинаково. Единственный признак нестабильности — характерный звук. Если постучать по породе, нестабильный бенч звучит глухо, как пустой сосуд. Но туристы не знают об этом тесте, а предупреждающие таблички установлены только у официальных смотровых площадок. Мимо обрушений берег Килауэ опасен так называемым лавовым туманом, смесью соляной кислоты и мелких стеклянных частиц, которые образуются в месте контакта раскаленной лавы с морской водой. Этот туман выглядит как обычный белый пар и пахнет серой. При вдыхании он вызывает химический ожог легких. Симптомы проявляются не сразу. Человек может вдыхать лавовый туман в течение 10-15 минут, прежде чем почувствует жжение в груди. К этому моменту повреждения легочной ткани уже необратимы. В 2018-м очередное крупное извержение Килауэ уничтожило жилой район Лейлани Эстейтс и достигло океана в нескольких новых точках. Национальный парк вулканов Гавайи был полностью закрыт на 4 месяца. После открытия тысячи туристов немедленно направились к новым лавовым полям. Фотографировать свежую черную береговую линию. Служба национальных парков задокументировала за первые 2 недели после открытия 23 случая, когда посетителей приходилось эвакуировать с нестабильных участков. Гавайская традиция запрещает брать с черных пляжей вулканический песок или камни. Согласно местным верованиям, это навлекает проклятие богини Пеле. Каждый год почтовая служба Гавайев получает сотни посылок от туристов со всего мира, которые возвращают взятые камни обратно, с письмами Таши-7, в которых описывают несчастья, обрушившиеся на них после поездки. Геологи объясняют это психологическим эффектом, но факт остается фактом. Посылки с камнями приходят стабильно, и смотрители парка складывают возвращенные образцы в специальный контейнер, который заполняется каждые несколько месяцев. Пляж Голден Кей на Багамских островах выглядит как рекламная открытка. С собой розоватый песок, прозрачная вода цвета аквамарина, полное безлюдье. Именно безлюдье должно было бы насторожить любого опытного путешественника. Местные лодочники отказываются причаливать к этому берегу и разворачиваются за 200 метров до него. Причина не в суевериях, в воде. Под поверхностью прозрачной воды у берегов Голден Кей живут синекольчатые осьминоги. Это самый ядовитый из всех головоногих моллюсков на планете. Взрослая особь размером с теннисный мяч содержит достаточно яда, чтобы убить 26 взрослых людей за несколько минут. Противоядия не существует. Ни одного, нигде в мире. Синекольчатый осьминог в спокойном состоянии коричневый и практически незаметен на фоне камней и кораллов. Его синие кольца, предупреждение об опасности, проявляются только в момент стресса или атаки. Это означает, что человек видит яркий синий узор уже после того, как осьминог укусил его. Сам укус безболезненен, слюна осьминога содержит анестезирующее вещество. Первые симптомы отравления, онемение губ и языка, появляются через 10-15 минут. Яд синекольчатого осьминога называется тетродотоксин. То же вещество содержится в рыбе фугу. Он блокирует передачу нервных импульсов к мышцам. Человек остается в полном сознании, но теряет способность
двигаться и дышать. Смерть наступает от остановки дыхания при полностью работающем мозге. Единственный способ выжить — немедленная искусственная вентиляция легких, которую нужно проводить вручную до тех пор, пока яд не выведется из организма. Этот процесс занимает от 4 до 12 часов. В 1994-м австралийский военный водолаз Роберт Кёр поднял синекольчатого осьминога со дна во время учебных погружений у берегов Дарвина. Осьминог укусил его через перчатку. Кёр не почувствовал укуса. Через 20 минут он потерял способность двигаться прямо на борту судна. Его товарищи проводили искусственное дыхание вручную в течение 6 часов до прибытия медицинской эвакуации. Кёр выжил и впоследствии описал свое состояние. Он слышал каждое слово, которое говорили вокруг него люди, думал, что умирает, и не мог подать никакого знака, что находится в сознании. На Багамах синекольчатые осьминоги встречаются не только у Гулден-Кей, но именно здесь их концентрация максимальна из-за особенностей рельефа дна. Множество небольших пещер и расщелин в коралловом известняке создают идеальную среду обитания. Туристы, которые добираются до этого берега на арендованных лодках, часто исследуют мелководье и поднимают со дна интересные камни и ракушки. Осьминог прячется под камнями. Это его стандартное поведение. Официальных запретов на посещение Гулден-Кей не существует. Остров необитаем, административно относится к группе малых островов Багамского архипелага и не имеет постоянного надзора. Предупреждающих знаков на берегу нет. Некому их устанавливать и некому следить за их состоянием. Единственное предупреждение, которое получают туристы, устное от местных лодочников, если те сочтут нужным его дать. В 2022 французский фотограф Жюльен Марко опубликовал серию подводных снимков, сделанных у берегов Гулден-Кей. На одном из кадров его рука находилась в 15 сантиметрах от синекольчатого осьминога, которого он не заметил во время съемки. Марко увидел осьминога только при обработке фотографий. По его словам, он провел в воде у этого берега около 3 часов. Пляж Дальяна на турецком побережье Эгейского моря ежегодно принимает сотни тысяч туристов. Белый песок, теплая вода, развита инфраструктура. И под этим песком квиксенд — зыбучие пески, которые засасывают человека живьем за 4-7 минут. Зыбучие пески Дальяна образованы уникальным сочетанием факторов. Река Дальян впадает в Средиземное море именно здесь, принося с собой мелкодисперсный ил. Этот ил смешивается с морским песком и насыщается водой до состояния, при котором поверхность выглядит как твердый берег, но не выдерживает веса человека. Зоны зыбучего песка перемещаются после каждого дождя и каждого значимого морского шторма. Карта опасных участков, составленная в прошлом месяце, в этом месяце уже не действительна. В августе 2009-го немецкий турист Клаус Вебер шел по берегу в сторону устья реки фотографировать черепах. Дальян известен как место гнездования морских черепах Логерхед. Он провалился по колено за один шаг. Через 30 секунд песок был уже по пояс. Вебер кричал 22 минуты, прежде чем его услышали другие туристы. К моменту, когда спасатели добрались до него с веревками и досками, песок достиг уровня груди. Его вытащили живым, но с переломами обоих бедер. Давление засасывающего песка на нижнюю часть тела было сопоставимо с весом нескольких тонн. Механика зыбучего песка работает против инстинктов человека. Попав в него, люди инстинктивно пытаются вытащить ноги резкими движениями вверх. Это создает вакуум под ступнями, который увеличивает засасывающую силу в несколько раз. Правильное действие — медленно лечь на спину, распределив вес тела по максимальной поверхности, и ждать помощи. Это действие противоречит каждому инстинкту человека, находящегося в панике. Местные спасательные службы Дальяна фиксируют от 15 до 20 случаев попадания людей в зыбучие пески ежегодно. Большинство заканчиваются спасением, также пляж достаточно оживлен, чтобы крики услышали быстро. Но в 1987-м, до развития туристической инфраструктуры, здесь погибли 3 рыбаков из соседней деревни. Их тела нашли только через 3 дня. Песок удерживал их даже после смерти и выпустил лишь когда грунтовые воды изменили структуру слоя. Дополнительную угрозу создает то, что опасные зоны часто располагаются именно там, где черепахи откладывают яйца, во влажном песке у линии прилива. Туристы целенаправленно идут в эти места, чтобы увидеть черепашьи гнезда. Турецкие власти огородили гнездовые зоны веревочными заграждениями, но заграждения установлены для защиты черепах, а не для предупреждения о зыбучем. Туристы воспринимают их как декоративные ограничения и регулярно переступают через них. В 2015-м группа британских студентов устроила ночную прогулку по берегу Дальяна после закрытия пляжа. Один из них, 19-летний Томас Брайт, провалился в зыбучий песок в темноте в 100 метрах от кромки воды. Его друзья не имели при себе никаких подручных средств. Они удерживали его руки в течение 40 минут до прибытия спасателей, не давая песку затянуть его полностью. Брайт был извлечен с глубины около 1,20 м. Впоследствии он рассказал, что в какой-то момент перестал чувствовать ноги полностью. Не от холода, а от давления. Турецкое агентство по туризму не включает информацию о зыбучих песках Дальяна в официальные туристические материалы. Курорт продолжает позиционироваться как экологически чистое место для наблюдения за черепахами. Единственное официальное предупреждение о зыбучих песках размещено на турецком языке на стенде у входа в национальный парк. В 3 километрах от опасного участка берега.
По скорости гибели первое место занимает берег у вулкана. Ясур на Вануату. 8 секунд от контакта с перегретой водой до ожогов, несовместимых с жизнью. Но по совокупности факторов, по числу смертей на километр береговой линии за всю задокументированную историю, ответ другой. Скелетон Кост в Намибии убил больше людей, чем любое другое место из этого списка. Не за 1 год и не за 1 десятилетие, за 5 столетий непрерывной навигации вдоль этого берега. Точное число жертв неизвестно. Многие корабли просто исчезали, и никто не знал, где именно они разбили. Португальские моряки называли это место Врата Ада и берег, откуда нет возврата, еще в 16 веке. Оба названия оказались точными. Но есть кое-что, что объединяет все 10 пляжей из этого списка, и что важнее любого рейтинга. Ни один из них не выглядит опасным. Нью-Смирна-Бич — обычный флоридский курорт. Пляж Пипи — бирюзовая открытка из Австралии. Гулден-Кей — необитаемый остров мечты. Дальян — место, куда едут смотреть на черепах. Килауэа — туристическая достопримечательность с фотогеничным черным песком. Каждая коада из этих мест продается как место отдыха, и каждая из них убивает. Статистика Всемирной организации здравоохранения фиксирует около 360 тысяч смертей от утопления ежегодно. Это 10-е место среди всех причин смерти от внешних факторов в мире. Большинство этих смертей происходят не в бурю и не в шторм, они происходят в ясную погоду, в местах, которые выглядят безопасно, с людьми, которые умеют плавать. В 2023-м исследовательская группа Австралийского института морской безопасности проанализировала 2700 задокументированных случаев гибели на пляжах за 20 лет. Вывод оказался однозначным. В 78% случаев жертва незадолго до гибели видела предупреждающий знак или слышала устное предупреждение. Люди читали таблички с надписью «Опасное течение», смотрели на красный флаг спасателей и заходили в воду. Не из-за незнания, из-за убеждения, что с ними лично этого не произойдет. Именно это убеждение является главным смертельным фактором на любом пляже в мире. Более опасным, чем акулы, медузы, вулканические газы и зыбучие пески вместе взятые. Море не делает исключений для уверенных в себе людей, опытных пловцов и тех, кто просто хотел сделать красивую фотографию. Оно забирает всех одинаково, быстро и без предупреждения. Черепаха Логгерхед, ради которой туристы идут на опасный берег Дальяна, живет до 100 лет. За это время она пересекает Атлантический океан несколько раз, выживает в водах, где гибнут люди, и каждый год возвращается на тот же берег, где родилась. Она знает что-то о море, чего не знают туристы с фотоаппаратами. И это знание, держаться подальше от берега, когда берег опасен, единственное, что отделяет выживших от тех, чьи имена попадают в статистику.